Приют для животных в Оуквилле был маяком надежды для бесчисленного множества брошенных и безнадзорных животных в этом маленьком городке. Его выветренные кирпичные стены на протяжении многих лет были свидетелями как трогательных встреч, так и печальных прощаний. Среди преданных своему делу сотрудников не было никого более преданного своему делу, чем Томас Хартли, мужчина средних лет с волосами цвета соли, с перцем и добрыми глазами, в уголках которых появлялись морщинки, когда он улыбался. Томас проработал в приюте более 2 десятилетий, посвятив свою жизнь уходу за нуждающимися животными. Коллеги восхищались его непоколебимым состраданием и неутомимой трудовой этикой. Однако недавнее сокращение бюджета и приток животных привели к тому, что приют был переполнен персоналом. Стресс начал сказываться на всех, включая Томаса. В особенно суматошное утро вторника Томас прибыл в приют и обнаружил, что снаружи его ждет очередь из людей. Некоторые держали в руках переноски с мяукающими кошками, другие сжимали поводки собак, о которых они больше не могли заботиться. Он тяжело вздохнул, готовясь к очередному трудному дню. Когда он открыл двери и начал процедуру приема, воздух наполнился какофонией лая, мяуканья и поскуливаний. Томас работал методично, его натренированные руки быстро двигались, пока он оформлял документы и размещал вновь прибывших в их временных домах. Был уже почти полдень, когда он услышал звук. Пронзительный жалобный плач, доносившийся из одного из недавно заселенных питомников. Томас взглянул на табличку с записями, висевшую на дверце клетки. Подробностей было немного. Самка метисной породы, примерно 2-летнего возраста, найдена бродившей неподалеку от шоссе 27. Собака внутри представляла собой жалкое зрелище. Ее ребра резко выступали под тусклой свалявшейся шерстью. В ее больших и проникновенных глазах читались страх и боль. Когда Томас приблизился, она издала еще один душераздирающий вой. Она еще сильнее поджала хвост. При обычных обстоятельствах Томас потратил бы время, успокаивая испуганное животное, тихо разговаривая с ним и предлагая нежные прикосновения, чтобы помочь ему привыкнуть. Но сегодня, когда его ждала бесконечная очередь на прием и гора бумажной работы, он обнаружил, что делает то, о чем никогда не думал. Он проигнорировал плачущую собаку. «Я загляну к тебе позже, девочка», — пробормотал он, отводя взгляд от ее умоляющих глаз. «Просто держись». День шел за днем, и крики собаки стали постоянным фоном для обычной суеты в приюте. Томас почувствовал, что раздражается все больше. Этот звук действовал на его и без того расшатанные нервы. Он набросился на волонтера, который уронил пакет с едой, и тут же пожалел о своем резком тоне, увидев удрученное выражение лица молодой девушки. «Прости, Сара», — сказал он, проводя рукой по волосам. «Просто это был долгий день». Сара, понимающе кивнула, ее взгляд скользнул в сторону конуры, где находилась плачущая собака. Бедняжка не переставала плакать с тех пор, как приехала. «Может, нам стоит позвонить доктору Мартинесу?» Томас покачал головой. «Ветеринары и так уже завалены животными, пострадавшими на прошлой неделе. Это, наверное, просто напугано. В конце концов, она успокоится». Но по мере того, как день клонился к вечеру, собачьи крики только усиливались. Томас обнаружил, что полностью избегает этой части приюта, сосредоточившись вместо этого на горе административных задач, которая, казалось, никогда не уменьшалась. Уже давно пора было закрываться, когда Томас наконец позволил себе признаться в том, что его весь день мучило чувство вины. Он понимал, что не смог придерживаться тех самых принципов, которые изначально привлекли его к этой работе. С тяжелым сердцем он направился к конуре, где лежала плачущая собака. Приблизившись, он был поражен тем, какой неподвижной и тихой она стала. Собака лежала, свернувшись калачиком в углу своей клетки. Ее дыхание было поверхностным и затрудненным. Когда Томас тихо окликнул ее, она даже не подняла головы. В голове Томаса зазвенели тревожные колокольчики. Он быстро отпер клетку
и опустился на колени рядом со страдающим животным. Ее тело горело в лихорадке, и теперь, когда он был ближе, он мог разглядеть припухлость вокруг ее живота. «О, Боже!» – прошептал Томас сдавленным от раскаяния голосом. «Что я наделал?» Не раздумывая, он подхватил собаку на руки и бросился к своей машине. Ближайшая ветеринарная клиника скорой помощи находилась в 30 минутах езды, но Томас добрался туда за 20 минут, и всю дорогу его сердце колотилось от страха и самобичевания. Доктор Елена Рейес как раз заканчивала свою смену, когда Томас ворвался в двери клиники, прижимая к груди обмякшее тело собаки. «Пожалуйста», — выдохнул он, — «вы должны помочь ей. Я думаю, что я ждал слишком долго». Доктор Рейес начала действовать, ее опытные руки быстро оценили состояние собаки, пока Томас рассказывал о событиях дня. По мере того, как она слушала, выражение лица ветеринара становилось все более серьезным. «Она в критическом состоянии», — сказала доктор Рейес напряженным голосом. «Нам нужно немедленно отправить ее на операцию. Похоже, у нее тяжелая форма пиометры, инфицированная матка. Инфекция, вероятно, распространилась по кровеносной системе». Томас почувствовал, как пол под ним закачался. Как он мог быть таким беспечным? Он и раньше сталкивался со случаями пиометры и знал, как быстро она может стать смертельной, если ее не лечить. Его собственное истощение и фрустрация не позволили ему заметить очевидные признаки того, что собака попала в беду. «Выживет ли она?» — спросил он, понизив голос почти до шепота. Однако доктор Рейес твердо встретил его взгляд. «Я не буду вам врать, ее состояние очень тяжелое, но мы сделаем все, что в наших силах. А пока мне нужно, чтобы вы заполнили кое-какие документы и подождали здесь. Я сообщу вам, как только смогу». Следующие несколько часов были самыми долгими в жизни Томаса. Он мерил шагами маленькую приемную, то отчаянно молясь, то горько упрекая себя. Сколько раз он говорил владельцам домашних животных о важности немедленной медицинской помощи. Как часто он мягко упрекал тех, кто слишком долго ждал, прежде чем обратиться за помощью для своих животных. И вот теперь он совершил тот самый грех, против которого так часто выступал. Когда первые лучи рассвета начали проникать в окна клиники, доктор Рейес вышел из хирургического отделения. Ее форма была забрызгана кровью, а на лице застыла тень усталости. Томас затаил дыхание, готовясь к худшему. Первый. Доктор Рейес сказал, что она перенесла операцию, и Томас почувствовал, как у него от облегчения подкашиваются колени. Но следующие 24-48 часов будут критическими. Инфекция распространилась довольно далеко, и по-прежнему существует риск септического шока. Томас кивнул, на его глаза навернулись слезы. «Могу я ее увидеть?» Доктор Рейес провела его в реанимационное отделение, где лежала собака, окруженная множеством трубок и мониторов. Рука. Ее грудь поднималась и опускалась с каждым неглубоким вздохом, и Томас был поражен тем, какой хрупкой она выглядела. «Мне так жаль», — прошептал он, нежно поглаживая ее по голове. «Я обещаю, что исправлюсь. Только, пожалуйста, справься». В течение следующих 2 дней Томас почти не отходил от собаки. Он вышел на работу, сказавшись больным, чего не делал уже много лет, и провел несколько часов, тихо разговаривая с лежащим без сознания животным, рассказывая ей истории обо всех собаках и кошках, которым он помог за эти годы. «Знаешь», — сказал он на второй вечер охрипшим от постоянного использования голосом, «я даже не дал тебе имени. Это неправильно. Каждое существо заслуживает имени, индивидуальности. Как насчет надежда? Потому что это то, что ты мне дал. Надеюсь, что я смогу стать лучше, что я смогу вспомнить, почему я вообще взялась за эту работу». Словно в ответ на свое новое имя глаза Хоуп распахнулись. Томас ахнул, едва осмеливаясь в это поверить. Он позвал доктора Рейеса, который бросился осматривать собаку.
Ветеринар объявила, что ее жизненные показатели стабилизируются, и на ее усталом лице появилась улыбка. У нее еще не все в порядке с головой, но это очень хороший знак. Томас почувствовал, как его захлестывает волна эмоций. Облегчение, радость и вновь обретенная целеустремленность. Тогда он понял, что его жизнь уже никогда не будет прежней. В последующие недели, по мере того, как надежда крепла под любящей заботой Томаса и персонала клиники, весть о ее замечательном выздоровлении облетела маленький городок Оквилл. Местные новостные агентства подхватили эту историю, вдохновленные драмой о брошенной собаке из приюта и пути работника приюта к спасению. Томас, поначалу неохотно делившийся своей историей неудачи, обнаружил, что начинает рассказывать о трудностях, с которыми сталкиваются работники защиты животных, и об отчаянной потребности в дополнительных ресурсах и поддержке. Его честный рассказ нашел отклик у многих, вызвав широкий общественный резонанс о важности защиты животных и о том, как часто упускается из виду эмоциональная нагрузка на тех, кто заботится о наиболее уязвимых созданиях общества. По мере того, как история Хоуп набирала обороты, стало происходить нечто удивительное. В приют для животных в Оквилле начали поступать пожертвования. Волонтеры, вдохновленные искренним признанием Томаса о его трудностях и стремлении работать лучше, массово записывались, чтобы помочь в уходе за животными. Местные предприятия организовали сбор средств, а школьные группы организовали визиты, чтобы узнать об ответственном обращении с домашними животными и важной работе, выполняемой приютами. Приют, когда-то находившийся на грани финансового краха, оказался на грани того, чтобы нанять дополнительный персонал, модернизировать свои помещения и обеспечить лучший уход за животными, которые в нем содержатся. Томас, воодушевленный такой поддержкой, с головой ушел в реализацию новых программ, направленных на сокращение числа бездомных животных и увеличение числа усыновлений. Но, несмотря на все позитивные изменения, Томас никогда не забывал ценный урок, который преподала ему Хоуп. Он ввел обязательные проверки психического здоровья для всех сотрудников приюта и волонтеров, признавая, что усталость от сострадания является реальной и серьезной проблемой в их работе. Он также учредил программу наставничества «Дом», объединив опытных работников по защите животных с новичками для оказания помощи и поддержки. Что касается Хоуп, то ее выздоровление продолжало удивлять всех. Ее тусклая шерстка стала гладкой и блестящей, а когда-то испуганные глаза теперь искрились радостью и доверием. Томас был полон решимости найти для нее любящий дом навеки вечные, но шли дни, и он понял, что дом уже был с ним. В тот день, когда Томас официально усыновил Хоуп, в приюте устроили настоящий праздник. Там персонал, волонтеры и даже некоторые постоянные посетители собрались, чтобы пожелать паре всего наилучшего. Пока Хоуп расхаживала вокруг, принимая домашних животных и угощения от своих многочисленных поклонников, Томас почувствовал, как его переполняет чувство глубокой благодарности. «Знаете», — сказал он, обращаясь к собравшейся толпе, «говорят, что иногда животные, которых мы спасаем, в конечном итоге спасают нас. Я никогда по-настоящему не понимал этого, пока в мою жизнь не вошла надежда. Она напомнила мне, почему я выбрал этот путь, почему каждая жизнь драгоценна и заслуживает наших самых больших усилий». Он опустился на колени и обнял Хоуп за шею, а она прижалась к нему. Она научила меня, что быть человеком, совершать ошибки — это нормально, если мы учимся на них и стремимся к лучшему. Хоуп не просто выжила, она процветала. И тем самым она помогла всем нам вспомнить о невероятной жизнестойкости животных, которым мы служим, и о том глубоком влиянии, которое мы можем оказать, работая сообща. История Томаса и Хоуп продолжала вдохновлять еще долго после того, как первоначальное внимание прессы ослабло. Их связь крепла с каждым днем, и Хоуп стала неотъемлемой частью приюта. Ее нежное присутствие успокаивало нервных животных и вселяло надежду в встревоженных усыновителей. Томас, когда-то находившийся на грани эмоционального выгорания, нашел новую цель в своей работе.
Он стал выступать за защиту животных в более широком масштабе, выступая на конференциях и работая с местными органами власти над совершенствованием законов, защищающих животных. Его путь от момента неудачи к жизни, полной самоотдачи, нашел отклик у многих, напомнив людям, что сострадание, даже если оно подвергается испытаниям, способно изменить жизни как людей, так и животных. Ровно через год после судьбоносного появления Хоуп в приюте Томас организовал специальное мероприятие. День надежды собрал любителей животных со всего региона, чтобы отпраздновать невероятную связь между людьми и животными. Были организованы мероприятия по усыновлению, образовательные семинары по ответственному обращению с домашними животными и мероприятия по сбору средств для поддержки местных инициатив в области защиты животных. Главным событием дня стала специальная церемония чествования невоспетых героев спасения животных, работников приютов, волонтеров, приемных семей и ветеринаров, которые посвятили свою жизнь оказанию помощи нуждающимся животным. Когда Томас стоял на сцене, а Хоуп гордо восседала рядом с ним, он смотрел на море лиц как людей, так и животных и испытывал глубокое чувство общности и целеустремленности. «Год назад», — начал он хриплым от волнения голосом, «я совершил ошибку, которая едва не стоила жизни этой прекрасной душе. Но в этот мрачный момент появился свет. Хоуп рассказала мне, как и всем нам, о силе второго шанса, о силе связи между человеком и животным и о том, каких невероятных вещей мы можем достичь, если откроем свои сердца состраданию». Он замолчал и наклонился, чтобы почесать Хоуп за ушами. Она потянулась к нему, удовлетворенно виляя хвостом. Каждый день в приютах, клиниках и домах престарелых по всему миру происходит бесчисленное множество историй, подобных той, что рассказывает Хоуп. Истории о животных, которые были брошены, подверглись жестокому обращению или забыты, но нашли любовь и цель в жизни благодаря людям, которые видят их истинную ценность. И в этой связи, в момент взаимного признания видов, происходит нечто волшебное. Нам напоминают о нашей собственной способности любить, расти, становиться лучшими версиями самих себя. Голос Томаса окреп, наполнившись убежденностью. Вот почему мы занимаемся этой работой. Вот почему мы переживаем трудные дни, душераздирающие моменты, времена, когда кажется, что мы проигрываем битву. Потому что каждая жизнь, к которой мы прикасаемся, каждое животное, которому мы помогаем, каждый человек, которого мы вдохновляем открыть свое сердце, все это имеет значение. Это создает волновой эффект сострадания, который способен изменить мир. Когда он закончил свою речь, толпа взорвалась аплодисментами. Многие вытирали слезы, тронутые словами Томаса и живым примером надежды и искупления, который стоял рядом с ним. В этот момент, глядя на сообщество, объединившееся в поддержку нуждающихся животных, Томас ощутил глубокое умиротворение. Он знал, что впереди его ждут еще большие испытания. Работа по защите животных так и не была доведена до конца. Но он также знал, что больше не будет решать эти проблемы в одиночку. Рядом с ним была надежда, постоянное напоминание о стойкости духа животных и преобразующей силе любви. И у него было сообщество единомышленников, которые стремились к общей цели – созданию более сострадательного мира для всех живых существ. Когда день подошел к концу и последние посетители попрощались, Томас и Хоуп улучили минутку, чтобы побыть наедине. Они сели на скамейку, откуда открывался вид на территорию приюта, и наблюдали, как солнце опускается за горизонт, окрашивая небо в яркие оттенки оранжевого и розового. Хоуп положила голову Томасу на колени. Ее глаза смотрели на него с непоколебимым доверием и любовью. Томас погладил ее мягкую шерстку, удивляясь тому путешествию, которое привело их к этому моменту. «Знаешь, девочка», — мягко сказал он, — «раньше я думал, что это я спасаю животных. Но правда в том, что ты спасла меня. Ты напомнила мне о радости,
целеустремленности и удивительности нашей работы. И не только я. Ты затронула столько жизней, вызвала столько позитивных перемен, и все потому, что ты никогда не сдавалась, даже когда я почти сдался». Хвост Хоуп стукнул по скамейке, словно в знак согласия. Томас усмехнулся и, наклонившись, нежно поцеловал ее в макушку. «Я обещаю, что вы будете надеяться, а все животные вокруг все еще ждут своего второго шанса. Мы не остановимся. Мы будем продолжать бороться, продолжать любить, продолжать верить в силу сострадания. Потому что каждая жизнь драгоценна, каждая душа заслуживает шанса проявить себя. И пока есть нуждающиеся животные, будут и такие люди, как мы, готовые им помочь. Любить их, дарить им надежду». Когда на небе погасли последние лучи солнца и над головой замерцали первые звезды, Томас и Хоуп отправились обратно в приют. Завтрашний день принесет новые испытания, новых животных, нуждающихся в заботе, новые возможности изменить ситуацию к лучшему. Но сейчас, в этот момент, были просто мужчина и его собака, связанные любовью, которая была способна изменить мир по одному сердцу за раз. История Томаса и Хоуп служит трогательным напоминанием о глубокой связи между людьми и животными и преобразующей силе сострадания. Она иллюстрирует, как один единственный акт доброты или минутная небрежность могут привести в движение цепь событий, которые затронут бесчисленное множество жизней. В конечном счете это свидетельствует о стойкости духа как человека, так и животных, и о тех невероятных вещах, которых можно достичь, когда мы открываем наши сердца для надежды.